Сегодня я буду спасать вас от жары и радовать необычным десертом. Привет, я Челик, и в этом видео я приготовлю японские парфы из аниме «Кафе из другого мира». Давайте взглянем на отрывок. Из-за авторских прав я, к сожалению, не могу вставить звук из аниме, поэтому расскажу, что здесь происходит. Главной героине принесли десерт, который она пробует. Ее очень удивляет разнообразие вкуса, сладкая пенка сверху, кисленькие фрукты, ледяное мороженое, которое сразу ее откидывает в прошлое, она вспоминает, как ела мороженое с дедушкой, и горькая шоколадная пироженка внизу. Давайте еще раз взглянем на парфы, и в самом низу располагается шоколадный кекс. Далее нежное мороженое. Следом фрукты, клубника, малина, манго, шапка из битых сливок, банан, вафельки, мята, посыпка из какао или корицы. И вроде все, ничего сложного. Готовить я начну с самого низа башни, шоколадного кекса. Берем противень и смазываем его сливочным маслом со всех сторон. Выкладываем пергаментную бумагу и также смазываем. Потом еще один слой. Его тоже промазываем и пока убираем в сторону. Для шоколадного кексика лучше всего подойдет горький шоколад с большим содержанием какао-бобов. Возьму плитку и нарежу ее не сильно мелко. Так, вот так. Благодаря этому она быстрее растопится. Одну кастрюлю ставим на огонь, в нее заливаем воду, вторую ставим сверху, а-ля водяная баня, загружаем шоколадом, очень быстро он начнет плавиться. Добавляем 100 грамм сливочного масла, теперь вместе в дуэте растапливаем и перемешиваем до однородности. Как все готово, убираем с огня и оставляем остывать. Следом я приготовлю крем. Возьму 240 грамм сахара и 2 яйца. Одно разобью сразу и хорошо перемешаю. Потом добавлю второе и опять перемешаю. Немного соли. Переливаем весь шоколад. Добавляю 200 грамм муки, конечно же просеивая. Хотя бывало, я забывал это сделать, и разницы я не замечал. Следом добавляю какао, грамм 50, и перемешиваю. К слову, идет туговато, а я сделал слишком густо. Воспользуюсь миксером. Всю массу выливаем в противень, в моем случае высыпаем, так как она слишком густая. Равняем, чтобы было красиво. И убираем в духовку на 170 градусов минут на 25. Если хотите проверить, готов или нет, тыкните зубочисткой. Если она осталась сухой, то достаем. Все готово. Вот такой кекс получился, не знаю как он называется, наверное брауни. Нарезаю на мелкие кусочки и потом отрезаю верхнюю часть. Она суховата, а нам нужно только самое мягкое, сочное в нашем парфе. Нужно всего несколько кусочков, остальное улетит с чаем. Следующим шагом нужно приготовить нежное мороженое. Пломбир буду готовить по упрощенному способу. Возьму жирные сливки, чем жирнее, тем лучше. У меня 33%. Отрезаем хвостик и выдавливаем содержимое. Также понадобится полстакана обычного молока и 1/4 стакана сахара. Зажигаем огонь и убираем на плиту. В молоко я добавлю 2 звездочки аниса. Мне нравится его вкус, который он придает, он напоминает конфеты. И ванильный экстракт, если хотите запах ванили. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и оставляем минуток на 10. После достаем звездочки, выключаем огонь и даем молоко остыть до комнатной температуры. Переливаем в удобную для себя миску или оставляем в этой же и убираем в холодильник на 1 час. Следующим шагом понадобится миксер. Нужно хорошо взбить молоко до загустения, но у меня не особо получается. Наверное, не хватает жирности. Но ничего страшного, не переживаем. Такого состояния тоже будет достаточно. Отправляем в холодильник на 8 часов или на всю ночь. Но есть одно но. Нужно будет каждые 2 часа доставать мороженое и перемешивать, чтобы не образовались кусочки льда. Следом нарезаю клубнику, у меня она заморожена, свежую найти было сложнее. Добавляю пару кусочков и немного малины. Нарезаю манго. Не так часто покупаю манго, попалось мне оно не очень-то сочным. Добавляем несколько кубиков. Банан, шоколад,
вафелька и шоколадная трубочка. И еще взбитых сливок. Украсим мятой и посыпем какао. Парфе из аниме «Кафе из другого мира» готово. Трубочка и вафелька отлетают первые. Далее фрукты. Взбитыми сливками с фруктами сейчас мало кого удивишь, но как только достаешь до мороженого, тут и открывается весь вкус этого десерта. Ледяные фрукты отлично освежают. Также мороженое пропитывает шоколадный кексик, и это уже превращается в молочный ломтик. Он становится еще нежнее, молочнее и очень вкусно. Это необычный десерт, я такое раньше вроде бы не пробовал, но конечно запаристо его готовить. Но все это можно упростить, если взять готовое мороженое, на низ порезать молочный ломтик, и будет у вас парфе из аниме ничуть не хуже. А на этом все, спасибо за просмотр, спасибо спонсорам канала, ждите новые видео, в комментариях можете погадать, о чем будет следующий ролик. Хотя я и сам не знаю. Все, пока.